Ребята, всем привет! Вы на канале Dasha Models. И сегодня будет немножко необычное видео. Я в нем постараюсь ответить на самые частые вопросы ко мне. И надеюсь, будет интересно и вам, и мне. Итак, поехали. Самые частые вопросы ко мне — это откуда я, сколько мне лет, где я родилась, где училась, ну и какие еще у меня есть интересы. Ну, родилась и выросла я в Москве, училась в Московском индустриальном университете, бывший в ТУЗ при ЗИЛе, на автоматизатора производства машиностроений. И по идее, после получения диплома я должна была работать на ЗИЛе и проектировать автоматические линии. Но завод закрылся, а на месте его теперь жилой комплекс. Кстати, что самое интересное, что первое, что построили на территории этого завода, это автосалон Mercedes и Audi. И после возмущения жителей, которым не безразлична судьба завода, администрация города, ну или не знаю, кто это был, повесили на заднюю стенку этого автосалона фотографии ЗИЛов. Но и это еще не все. Первая фотография — это был МАЗ-543, который к заводу ЗИЛ не имеет никакого отношения. Но вообще это очень такая печальная история, потому что в моей семье многие так или иначе были связаны с заводом ЗИЛ. Кстати, помимо моделизма, я занималась как-то росписью по стеклу, я даже пробовала какие-то витражные техники. Вообще я просто очень такой творческий человек, могу и порисовать в свое удовольствие. А в школе я даже и крестиком вышивала. Так что, моделизм — это такое вид творчества, который соединяет в себе и техническую составляющую, и позволяет проявить какие-то свои творческие способности. Следующий по популярности вопрос — это сколько я уже занимаюсь моделизмом, и с чего вообще началось мое хобби. Но если считать без перерывов, то моделизмом я занимаюсь, наверное, около 6 лет. Мне очень сложно назвать точную дату. Я давно видела в магазинах, особенно в книжных, наборы для сборки моделей. И вот как-то я и купила одну из них. Это был Звездовский «Тигр». Но мне это, наверное, привлекло то, что это танк. И причем название такое игривое «Тигр», потому что я как бы историей интересовалась, но не так глубоко, как после увлечения этим творчеством. Вот. В наборе не было ни красок, ни клея, соответственно, ни каких-либо надфилей. И я подумала, что с этим делать. И, конечно же, залезаешь в интернет, смотришь, что да как. И тогда я поняла, что это большая такая индустрия. Есть много техник и школ в мировом моделизме. Это самое знаменитое, наверное, это техники подобного Химинуса. Очень интересно, что многие приемы в моделизме перекочевывают из художественной сферы. Кстати, в свое время я очень хотела попасть в художественную школу, в школе, но как-то так не сложилось. И, видимо, это моя страсть к творчеству потихоньку перерастает во что-то большее. Могу сказать, что на первые мои модели без слез, конечно, не взглянешь, но они мне дороги, как мои первые шаги в этом творчестве, в моделизме. Вообще я с детства любила что-либо чинить, разбирать, как это работает. И по сей день могу что-нибудь дома спаять или разобрать, починить, даже сантехнику. И, видимо, из этих побуждений я, собственно, и пошла на техническую специальность, в отличие от моих подруг, которые все отучились на экономистов. И поэтому мне и нравятся автомобили, да и вообще любое проявление технического творчества в мире. Когда я начала свой путь в моделизме, в основном на рынке были только военная тематика. И, наверное, где-то года 3 назад появилась такая фирма, как АВД, которая проторила путь в гражданской тематике. И меня это очень сильно увлекло, так как как-то приятнее собирать то, что ты видишь на улице практически каждый день. У меня, кстати, как-то был один забавный случай. Кстати, я, наверное, о нем уже рассказывала в одном из первых видео. Тогда я собирала самосвал МАЗ-5551. И очень удачно именно такой
МАЗ припарковался в моем дворе. Проходя мимо, я, конечно же, решила его сфотографировать, потому что он был как раз в том цветовом решении, которое и я уже начала делать. И в процессе фотографирования я как-то так увлеклась, что не заметила, что, оказывается, водитель был на своем месте и ошарашенно смотрел на меня. Вот, пришлось ему объяснять, для чего я это делаю. Надеюсь, он, конечно, не подумал, что я слишком чокнутая, но улыбнулся и разрешил продолжить дальше. Да, тогда, кстати, я очень интересовалась, как образуются сколы и как пыль распределяется по корпусу автомобиля. Именно поэтому я и люблю посещать выставки военной тематики, да и вообще выставки ретро-автомобилей. Мне вообще кажется, что дизайн машин прошлого века, он как-то более... Люди, которые создавали этот дизайн, они более трепетно, что ли, относились к технике, чем современные дизайнеры, которым лишь бы дешевле и продать. Вот. А вообще в моделизме я больше люблю собирать и красить модель, чем их коллекционировать, так как коллекционирование — это такой процесс, который может и не закончиться никогда. Это я поняла довольно быстро, когда начала собирать немецкие танки периода Второй мировой войны. Ну, даже первой моей моделью был «Тигр», дальше «Пантера», ну и пошло-поехало. И тогда я поняла, что одной жизни мне точно не хватит, чтобы закончить эту коллекцию. Вот. И я просто начала покупать в магазинах то, что мне действительно нравится в данный момент. Поэтому я затрагиваю и гражданские автомобили, и авиацию, и также, ну, конечно же, куда без военной техники. Единственное, я ни разу не пробовала флот, но я думаю, это просто отдельный мир, который надо изучать подольше. Следующий тип вопросов — это как я пришла к идее создать свой YouTube-канал о моделизме. Ну, начну я издалека. Одно время я закупалась расходниками и моделями в офлайн модельных магазинах. И тогда ловила на себе взгляды и покупателей, и, соответственно, персонала, что я тут делаю и кому я вообще все это покупаю. Неужели это себе? Наверное, никто в это не верил. Вот. И тогда я уже заметила, что людям интересно наличие девушки в этом творчестве, в этом хобби. А в феврале этого года, гуляя по Москве, я зашла в Центральный детский мир, и там проходила выставка моделей, наверное, посвященная 23 февраля. Ну, точно не могу сказать, я как-то не слежу за этими выставками, и, не знаю, я как-то не вижу для себя интереса к этому, хотя знаю, что многим это интересно. Вот, и тогда я рассматривала экспонаты, то видела глаза участников этой выставки, и тогда точно поняла, что это будет интересно. Ну, собственно, и в итоге я взяла мобильный телефон, микрофон и записала свой первый ролик о новинках модельного мира. Вообще, эта рубрика мне очень интересна самой, потому что индустрия очень огромная, и за всем не уследишь. И таким образом я помогаю моделистам, да и просто людям, которым интересна эта тема, следить за новинками модельного мира. Кстати, поначалу многие не верили, что именно я сама занимаюсь моделизмом. И надеюсь, я развеяла ваши сомнения на сегодняшний день. Кстати, мой канал больше ориентирован на широкую публику, людей, которые интересуются техникой, ну и ее историей тоже, а не только исключительно моделистов. Поэтому в процессе создания модели я стараюсь рассказать ее историю и какие-то интересные факты о прототипе. Скажем так, я далеко не самый выдающийся моделист, и поэтому не стараюсь делать свои видео как обучающие, а больше развлекательно-познавательные. Поэтому на моем канале вы часто можете увидеть, как кусочки пластика постепенно превращаются в автомобиль, и послушать интересные факты об данном прототипе. А если вы еще и моделист, то, я думаю, можете подчеркнуть что-то интересное в процессе сборки окраски. Если честно, я вообще не ожидала для себя такой скорости роста канала. Это очень радует и мотивирует продолжать работать дальше над качеством своих видео. Ведь одновременно я учусь и операторской работе, и монтажу, ну и ораторскому искусству. Кстати,
наверное, ведение блога позволяет мне справиться со своей природной стеснительностью какой-то. Я, конечно, понимаю, что долго вытягивать рост своего канала на том, что я девушка-моделизм, не получится, поэтому стараюсь работать и над качеством контента тоже. Причем я заметила, что сборка и окраска малоизвестной техники, такой как, например, танк-першинг, привлекла и заинтересовала не так много аудитории, как, например, сборка и окраска автобуса КАВС или самолета Ла-5, что удивительно. Ну, наверное, самый популярный вопрос: сколько у тебя всего моделей в коллекции? Ну, наверное, их больше 100, ну, если там не гораздо больше 100, если честно, я их прям точный подсчет не веду. На многих моделях я училась, и поэтому покупала дешевые модели, такие как от фирмы Восточный экспресс, например, или Моделист, потому что с ними не так жалко накосячить, как, например, с Дрэгоном. Вообще каждая модель несет в себе определенный вызов, и любой недочет в этой модели дает тебе какие-то определенные уроки, не совершать подобных со следующей моделью. И самая лучшая модель — это, наверное, та, которая еще не построена. Надеюсь, вам было интересно это видео. Если у вас еще есть вопросы, то пишите их в комментариях. А если вопросы будут интересные, то я постараюсь сделать еще один ролик похожий. Так что до новых встреч. Пока-пока. Кстати, напоследок, я читаю практически все комментарии под моими видео, и мне очень приятно, что большинство из них носит положительный характер.